Всем привет, друзья и гости моего канала. С вами Женек. И я хочу рассказать вам одну историю из жизни, как мы повстречались с Мирой. До Миры у меня была собака. Ее звали Милана. Ее не стало, получается, 45 дней назад. Ну, получается, где-то плюс-минус 1,5 месяца. До того, как я не знал о Мире, мы жили нормально, полноценной жизнью. Никто ничего не думал. У меня заболела собака, получается, где-то числа... где-то в марте. В марте заболела собака очень сильно, подвернула лапу. И я за собакой, наблюдал, смотрел, съездили в клинику, сделали рентген лапы, всего, Вроде все должно было быть хорошо и замечательно, но на самом деле оказалось все гораздо хуже. Случилось непоправимое вообще, если честно. У меня собака лежала где-то почти месяц, наверное. И этот месяц я выносил собаку на руках, чтобы она все свои дела сделала. Мы съездили в клинику. В клинике нам сделали рентген, сказали, у нас артроз конечностей, потому что собаке уже было на тот момент 10 лет и 8 месяцев. Но мы прокололи уколы, у нас открылась язва. Язва залечилась, мы прокололи другие уколы, язву залечили. Все было хорошо и нормально, но потом у нее начали отказывать органы. И, собака у меня умерла 25 апреля в 7 утра на руках. Для меня это был очень сильный шок, потому что собака мне помогла справиться с многими недугами в моей жизни. У меня было очень много недугов, прям очень жестких. Она мне помогла справиться с паническими расстройствами, со страхами, со всякими. Она меня поддерживала. Но это был для меня как не то что друг, просто это как мой ребенок, мой детеныш. Для меня была отдушина прям очень сильно. Я безумно любил эту собаку и по сей день ее люблю. Очень-очень прям невыносимо скучаю. И у меня собаки не стало. Проходит буквально неделю. Мне скидывает друг объявление, что продается собака. Они, получается, продавались кучей. Их было 8 щенков. Все забронированы. Оставалась одна девчонка. Это была Мира. Я сначала думал, надо мне пока это, не надо. Туда-сюда, а сильно груз на душе, это прям очень такой, прям жесткий груз, тяжело. Это то же самое, опять начинать все сначала, проходить с нуля воспитание, взросление, юность и все вот это вот такое вот. И для меня был вопрос, да или нет. И, решил я съездить, познакомиться с Мирой. Съездил, у нас здесь недалеко в городе, получается, от города, там буквально, может, пару километров, в поселке продавалось, продавали щенки. И оставалась вот одна девчонка. Съездил, познакомился, и знаете, как будто такое ощущение, как будто душа моей старой собаки переродилась именно в Миру. Мы, получается, только увиделись, я ее взял на руки поднял, и, получается, она меня сразу облизала и признала. И для меня это было немного прям... Может, какой-то знак или что, я даже не могу сказать, если честно. Но потом прошло сколько? Я уехал, прошло пару дней, и я просто задумался об этом. А почему бы нет? Может, это действительно знак или судьба какая-то, то, что нам надо заново встретиться, что моя собака переродилась в Миру, получается. И проходит буквально... Получается, это все начало... У меня 4 мая было день рождения. День рождения прошло, но я их не праздную особо. Звонит друг 10 числа, получается. Ты, говорит, что делаешь? Я говорю, да ничего, дома сижу, туда-сюда, выходи. А мы должны были собаку забирать где-то числа 12, наверное, может, где-то так, 12-13 числа, чтобы она подольше побывала с матерью, чтобы не было стресса для матери, для щенка не было стресса и всего этого. Выхожу, выходит он и выносит на руках мне вот это вот маленькое чудо. Фотографии, если что, я вставлю, какая она была и какая она сейчас. И это получается, как была вторая любовь с первого взгляда, когда у меня
Да, это была, ну, как, вы извините, что я запинаюсь, я немного нервничаю, не часто записываю такие ролики и все такое. Короче, встретились и началось представление. Все вот это вот. Пеленки, распашонки, бесконечные бессонные ночи. Ну, я знал, на что я иду, риски вот эти вот и все такое. Смотреть за ней, ну это же детеныш, это получается как ребенок, за ним надо глаз да глаз. И вот уже сколько она у нас получается, вот ей исполнилось 7 числа месяц. И я, если честно, рад, то, что она появилась в моей жизни. Она растопила мое сердце. Прям очень сильно растопило мое сердце. Для меня просто собака это компаньон. Я постоянно езжу на машине, но сейчас пока хожу пешком, то что машина на ремонте. А в основном езжу на машине и постоянно старую, ну, прошлую собаку брал с собой. Кататься там, погулять куда-нибудь, мир повидать и все такое. И вот все повадки, все выходки вот эти вот детские, все вот эти вот кусания, вот это вот все, это прям очень сильно похоже на мою прошлую собаку. Ну, прям воспитание, прям надо заниматься воспитанием, и я потихоньку занимаюсь этим. Где-то ругаю, где-то по жопке дам, потому что без этого никуда. И стараемся как-то выучить команды, ходим на поводке. Понятно, что еще рано, ну, просто чтобы она привыкла к улице. Вот она, кстати, как раз пришла. Вот она, красоточка, красоточка вот эта вот. Вот эта вот красоточка растопила мое сердечко. Да? Да, зайка? Мир. Ну, тут. Угу. Да, вот мы только что покушали. Так что, ребятушки, смотрите за нами. Мы будем радовать вас нашими видосами, как мы взрослеем. О, это что это такое было? Взрослеем, гуляем, учим команды и все вот это. Потому что она, это золото. Это такое маленькое счастье. Прям без нее я вот сейчас не представляю жизнь свою. И я ее очень сильно люблю, ценю и уважаю. Она мучает нашего кота. Просто без нее не вижу смысла как-то жить. Хорошо, когда в доме есть животные. Да? И я тебя люблю, да. Так что мы ценим и нам нравится, что за нами смотрят, что пишут нам приятные комментарии. Спасибо вам огромное, то, что вы подписываетесь. Мы стараемся делать все как надо, да? Чтобы не то, что радовать, и радовать вас, конечно, и это, какой мы росли, были большими, красивыми. И, кстати, числа 15, наверное, 20 мы поедем делать прививочку. Сделаем прививку, чтобы уже полноценно можно было выходить на улицу и, ну, не бояться, что мы что-то там подцепим. Но нам сказали, надо за 10 дней где-то проглистоваться, проглистуемся, а потом поедем на прививочку. Мы заснимем видео, как мы поедем на прививочку, да? Как это солнышко перенесет прививку. Ну, не то, что перенесет, а как она, получается, отреагирует на то, что ее уколят и все такое. Я думаю, будет все в порядке и все хорошо. Так что следите за нами. Мы будем радовать, стараться. Если где-то что-то мы не так делаем, вы подсказываете, мы будем на это обращать внимание и стараться как-то делать все в лучшем виде. Но это понятно, что она еще маленькая, ей всего лишь только 2 месяца, и получается сегодня какое? 9 число и 2 дня. Ну, для своих 2 месяцев и 2 дня она прям такая смышленая девчонка, она много чего понимает, она знает свое место, она знает, как давать лапу, она знает, как давать голос, она знает, как идти рядом на поводке, хоть я этому ее и не учил вообще. Она знает, как, когда вот ей что-то даешь и говоришь нельзя, она хоть сначала упирается, но потом нормально, все хорошо, ну и нормально, и потом понимает все это. Ходит на пеленку, не обращайте внимания, то что дома там пеленки, не пеленки или еще что-то. Если у кого-то были собаки и были животные, вы, я думаю, то же самое делали так же, потому что без пеленок это будет вообще полная задница.
Пеленки нужны для того, чтобы она сходила на пеленку. И она ходит на пеленку именно. Да, бывает, заиграется, там пописает на пол и все такое, но это моется, получается, вымывается, чистится и все нормально. Потому что это же дети, это же собаки. Без этого никуда совсем и ничего ты не сделаешь с этим. Так что не надо нас, там, бывает, некоторые люди хейтят или там какой-то ремонт не такой. А куда ремонт сейчас делать? Ты ремонт сейчас не сделаешь нормальный. То, что маленькая собака, ну еще щенок, ремонт вообще никакого не сделаешь. И еще какая-то вот, не могу никак отучить собаку от этого, то, что она пытается есть опилки с кошачьего туалета. Ругаем постоянно, но все равно ее манит тут этот запах опилок и все такое. Я не знаю, как от этого избавиться. У кого такое было, подскажите, пожалуйста, может кто-то знает, как от этого избавиться, или это может то, что девичье, ну там, временное щенячье, такое вот это вот обстоятельства такие вот. Ну, проблем никаких со здоровьем у нее нет, все хорошо. Сейчас как раз мы потом съездим, прививку сделаем, проверимся, посмотримся. Я думаю, все будет замечательно и хорошо. Спит она, стала спать дольше, спать стало больше. Ест то же самое, как слон. Ведет себя нормально. Ну, на то и дети, что вы за ними следите, смотрите. Так что вот такая небольшая история, вот такой небольшой влог. Буду стараться, если вам зайдет и вам понравится то, что я снял сейчас на данный момент, ну, я буду чаще это делать, если вам будет это интересно. Напишите в комментариях, да, нормально или ненормально. Так что, если что, также будем шорты снимать, там, а уже дальше будет видно. Так что, всем спасибо за просмотр, всем спасибо, кто на нас подписывается, и спасибо, что пишете комментарии, очень приятно, это очень приятно, правда. Так что... Как-то так вот. Всем спасибо. Всех обнял. От мира гав-гав. Так что всем любви, здоровья. С вами очень приятно общаться в комментариях. И нам приятно, что вы за нами смотрите. С вами был Женек. Всем пока.